1984 году в СССР была спущена на воду первая подводная лодка нового поколения проекта 971 «Щука-Б», получившая бортовой номер К-284 и наименование «Акула». Лодка получилась более чем удачной, кардинально снизилась шумность и улучшилась акустика. Лодки проекта «Щука» всерьез составили конкуренцию океанской гегемонии США и ставили под угрозу их подводное доминирование. В ответ на технологический прорыв советских инженеров Соединенные Штаты срочно приступили к разработке новой подводной лодки в надежде не только вернуть тотальное подводное превосходство, но и в перспективе полностью заменить подводные лодки типа «Лос-Анджелес». Основной задачей, поставленной перед проектировщиками, было радикальное снижение шумности лодки, применение звукопоглощающего покрытия нового поколения, отказ от винта в пользу водометного движителя, разработанного в Великобритании для субмарин типа «Трафальгар», внедрение в огромном количестве новых акустических датчиков, 600 датчиков против 7 у подлодки «Лос-Анджелес». Также был применен новый сплав высокопрочной стали марки HY100, который оказался примерно на 20% прочнее, чем сплав HY80, использовавшийся при строительстве подводных лодок «Лос-Анджелес». Корпус получился толщиной в 5 см. В результате новые подводные лодки получили возможность погружаться на глубину до 600 метров, а так называемая расчетная глубина разрушения еще больше. В прошлом подводные лодки строились путем сваривания воедино различных стальных частей, затем внутрь через отверстие загружалось оборудование. Так строились подводные лодки еще со времен Первой мировой войны. В Севульфе впервые был применен новый модульный метод постройки конструкции. Впервые субмарина строилась из набора модулей, уже заполненных оборудованием и необходимой техникой. Конструкторам удалось добиться феноменального на тот момент времени снижения уровня собственных шумов. Корпус морского волка был полностью покрыт новым звукопоглощающим покрытием. Все оборудование внутри лодки для снижения шумов и вибраций устанавливалось с использованием всевозможных амортизаторов. Также было увеличено расстояние между механизмами главной энергетической установки и корпусом лодки. Достижение низкого уровня собственных шумов гарантировало лодке бесшумный режим работы при скорости подводного хода вплоть до 20 узлов. Это должна была стать серия из самых современных из когда-либо созданных подводных лодок. Настоящие подводные убийцы, способные в любой ситуации выйти из схватки победителем. Одинаково легко разобраться как с кораблями вероятного противника, так и с новыми советскими лодками проекта «Щука-Б». Все задуманное в ТТХ Севульфа получилось. Первый Севульф был заложен 25 октября 1989 года и спущен на воду 24 июня 1995 года. 2 года продолжались самые жесткие ходовые испытания, и 19 июля 1997 года первый Севульф был введен в состав флота, получив обозначение SSN-21. 21 означало «лодка 21 века». Кстати, Севульф или морской волк получила свое название вовсе не в честь выносливого хищника, а в честь рыбы обыкновенной полосатой зубатки, или как ее еще называют, морской волк. Конструкторы целенаправленно вычисляли идеальное соотношение пропорций, впервые начиная разработку не с реактора, а с корпуса подводной лодки, в результате чего родилось соотношение длины к ширине 1 к 9. Такое соотношение, по мнению инженеров, обеспечило идеальные мореходные качества, маневренность и гидродинамические показатели. Длина субмарины составила 107 метров, что на 2 метра короче своих предшественниц, однако ширина, напротив, увеличилась на 20% до 12 метров. Официальная максимальная скорость, как и у всех подводных лодок США, засекречена и в документах обозначена как 25+, но предполагается, что она составляет около 35 узлов. На всех подводных лодках Севульф установлен атомный реактор S6W от компании Westinghouse, который снабжает энергией 2 паровые турбины общей мощностью 52 тысячи лошадиных сил. Изначально речь шла о разработке принципиально новой модели реактора на основе S8G, созданного для подводных лодок типа Огайо, но впоследствии решили остановиться на модернизированном варианте, созданном для подводных лодок предыдущего поколения Лос-Анджелес S6G. Боевая информационная система BZ-2 от компании Lockheed Martin и работающая на основе комплекса из 70 процессоров Motorola 68030, каждый мощностью 50 МГц, выдающий суммарную мощность 3,5 ГГц. Подобные процессоры разрабатывались для компьютеров Apple Macintosh II.
Конечно, это совсем не те 3,5 ГГц, какие мы имеем сейчас, да и о количестве ядер тогда речь совсем не шла. Тем не менее, суммарная вычислительная мощность делала лодку самой совершенной на то время. Отличительной внешней особенностью лодки от лодок предыдущих поколений заключается в отсутствии внешних вертикальных пусковых шахт. Зато количество торпедных аппаратов увеличено вдвое до 8 единиц, позволяющих в одном залпе аккумулировать сумасшедшую мощь. Серьезно увеличился и боезапас. На вооружение теперь могло входить до 50 единиц различных торпед и ракет. И не просто торпед, а феерических Марк-48, знаменитые томагавки, противокорабельные ракеты «Гарпун». Умножаем боекомплект на 2 и получаем возможность в случае необходимости минирования водного пространства загрузить до 100 морских мин. Первоначально планировалась постройка серии из 30 субмарин, затем число планируемых лодок сократили до 12. Вся программа по строительству 12 подводных лодок класса Севульф оценивалась в 33 миллиарда долларов, что являлось неприемлемой ценой с учетом того факта, что в 1991 году Советский Союз перестал существовать, а вместе с ним исчезла и угроза, исходящая от подводных лодок класса Щука. Количество субмарин Севульф было сокращено до 3, а их общая стоимость до 7 миллиардов долларов. Эти 3 лодки стали самыми дорогими подводными лодками в истории. За время службы лодка получила аж 19 военно-морских наград США, включая такую, как ежегодно вручаемую награду за боевую эффективность. В отличие от современных Вирджиний и французских Барракуд, ставших следствием компромиссов при урезании военных бюджетов, морской Волк был адским порождением эпохи Холодной войны. Ультимативный подводный охотник за русскими субмаринами под ледяным панцирем Арктики. Никогда ни до, ни после в одну единственную подводную лодку не вкладывалось столько усилий, инноваций и денег. Класс подводных лодок Севульф хоть и оказался дорогим, но их небольшая флотилия продолжает оставаться весьма важной составляющей подводного флота военно-морских сил США, благодаря своим огромным возможностям, которыми не обладают даже субмарины последующего класса Вирджиния. В группе ВКонтакте размещен оригинальный памятный документ по подводной лодке ССН-21, ссылка будет в описании и спасибо за просмотр.